Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о картошке, что мы знаем о ней. И все, конечно, скажут: все, что мы картошку не видели. Кто помладше знаком с рыжим парнишкой из мультфильма? Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. А кто постарше на нее ездил. И поэтому многие знают, что растет она в земле. Не поленился, выкопал и делай из нее что хочешь. Хочешь вари, хочешь жарь, и в суп, и в борщ, и пюре с котлеткой. Очень вкусно. Да еще много различных блюд люди умеют из нее готовить. И кажется, она была всегда. Но так ли это? Хотелось бы узнать поподробнее, откуда, как и почему появилась она эта вроде бы неказистая, но такая вкусная и, скорее всего, очень полезная картошка. Давайте о ней поговорим. Поехали! И родина картофеля – Южная Америка, где до сих пор можно встретить дикорастущие виды этого растения. Введение картофеля в культуру, сначала путем эксплуатации диких зарослей, было начато на территории современной Боливии и Перу. Трудно вообразить территорию, которая подходила бы для сельского хозяйства хуже, чем горные районы Южной Америки. Казалось бы, западные Анды совсем бесперспективны, однако именно там впервые культивировали картофель. Земледелие зародилось там около 10 тысяч лет назад, и не благодаря подходящим условиям, а вопреки всем трудностям. На высоте 3800 метров над уровнем моря, в месте, где, казалось бы, человеческая цивилизация не могла бы процветать, древние строители создали город Тиуанака, раскинувшийся на высокогорном плато Альтиплана. Тиуанака – древняя цивилизация, возникшая возле озера Титикака, известна своими монументальными сооружениями, мастерством в каменной кладке и продвинутыми системами сельского хозяйства. Территория вокруг Тиуанака знаменита своими необычными полями, известными как системы возвышенных гряд или чакра-юг. Эта древняя агротехническая система на тот момент была гениальной адаптацией к суровому высокогорному климату. Поля представляли собой возвышенные гряды, окруженные каналами, которые выполняли сразу несколько функций. Они регулировали температуру, каналы с водой нагревались днем и сохраняли тепло ночью, защищая посевы от заморозков. Вода из каналов орошала поля, позволяя выращивать устойчивые к холоду культуры, да и рыбу в каналах разводили, что добавляло разнообразия в рацион. Именно на этих полях выращивали первые тыквы, киноа, кукурузу, фасоль и, конечно же, картофель. Эта система позволила Тиуанаку процветать, несмотря на экстремальные природные условия. Современные исследования показывают, что поля Тиуанака могли прокормить десятки тысяч человек, обеспечивая устойчивое сельское хозяйство. Но по ряду причин цивилизация исчезла. Одна из теорий упадка Тиуанака связана с драматическими изменениями климата. Исследования последних лет показали, что регион пережил катастрофическую засуху, длившуюся почти 2 столетия. История Анд тесно связана с преемственностью культур, и каждая последующая цивилизация в регионе развивала и адаптировала технологии и знания своих предшественников. После цивилизации Тиуанака инки унаследовали некоторые ее достижения. Инки – древняя цивилизация в Южной Америке, создавшая империю Тауантисую, которая охватывала территории современных Перу, Боливии, Эквадора, Чили и Аргентины. Сложные системы каналов и возделанных полей, разработанные Тиуанака, оказали влияние на сельскохозяйственные практики инков. Инки применили эти знания, но довели их до совершенства, особенно в виде террасного земледелия, которое стало символом их империи. И попутно инки, как и все люди, питались. И картошечка была не на последнем месте. Варили, пекли по-особому в горячих зольных ямах, использовали в сочетании с другими продуктами, например, в супах и рагу. А еще готовили чуньо. Они одними из первых сублимировали картофель. Клубни оставляли на ночь замерзать, затем выжимали из них воду и сушили на солнце. Чуньо был легким, долговечным и идеально подходил для хранения или транспортировки на большие расстояния. А кожуру ламам, куда же без этих симпатичных верблюдовых.
Все бы хорошо, жили бы они, наслаждаясь чуней. Но приплыли заморские гости. Прибывших в Перу испанцев картофель не заинтересовал абсолютно. Их интересовало золото и серебро, а странные земляные яйца испанцы считали пищей для рабов и скота. Но со временем оценили картошку моряки. Снаряжая корабли в обратную дорогу, они непременно, кроме солонины и сухарей, грузили в трюмы мешки с картофелем. К концу 16 века картошка достигла Испании, где ее начали массово выращивать в садах в качестве экзотического декоративного растения. На моряков, утверждавших, что клубни этого трюфеля можно есть, смотрели с недоверием. Поддерживала недоверчивых и католическая церковь, где в священном писании есть хоть одно слово о картошке. Нет такого. А все, о чем не сказано в Библии, от дьявола. Вообще, страх человека и сопротивление общества ко всему новому и неизвестному присутствовал во все времена. Хотя доля истины там была, но скорее от незнания и невежества. Как эту картошку есть, вершки или корешки? Никто не рассказал. Из-за токсичности ботвы в истории сохранились данные об отравлениях картофельной зеленью и цветками. В период внедрения корнеплода крестьяне по незнанию срезали ботву и использовали для варки щей, что приводило к отравлению и смерти целых семей. Так в чем причина? Картофель содержит солонин. Это растительный гликоалкалоид, токсичное соединение, опасное для человека. Отравление солонином вызывает типичные симптомы интоксикации: тошноту, рвоту, может провоцировать галлюцинации, судороги. Солонин содержится во всех частях растения. Больше всего его в ботве. Это способность растения защищать себя от вредителей и грибковых организмов. В клубнях солонина значительно меньше. Вы, наверное, слышали про то, что нельзя есть позеленевшую картошку. Там ядовитый солонин. И хотя солонин бесцветное вещество, правда в этом есть. Зеленый цвет картошки придает хлорофилл, не солонин. Но так уж получается, что синтез и того, и другого идет параллельно, независимо друг от друга. То есть ни хлорофилл не нужен солонину, ни наоборот, но в одно и то же время. Соответственно, в позеленевшей картошке солонина и вправду больше обычного. И по сути, показателем высокого уровня токсина служат три признака: зеленые области под кожурой, поврежденные участки. Места повреждения растения пытается запечатать, направляя туда биологически активные вещества, а солонин – естественная защита картофеля, поэтому его уровень возрастает. Если клубень был поврежден лопатой или насекомыми. Глазки и ростки. В период долгого хранения клубни прорастают, что служит показателем их готовности к применению в качестве посевного материала. Но вот для употребления в пищу они подходят меньше всего. По сравнению с осенней картошкой и весенней, уровень токсина увеличивается в 3 раза. Поэтому если картофель пророс, с ним нужно быть осторожнее. И, пожалуй, единственный, кого не страшит ни солонин, ни что-либо другое, это колорадский жук. Ну куда же без него? Ох уж этот Колорад, гроза фермеров и листьев картофеля. Поговорим о нем поподробнее. В далеком 1824 году в Северной Америке на Мексиканском Нагорье к западу от скалистых гор американский энтомолог Томас Сейм открыл жука-листоеда, окрашенного точно африканская зебра, черными и белыми полосками. Но как появился жук и в таком количестве, рядовому энтомологу знать не суждено. Много чести. А вот один знакомый жук поведал мне такую историю. Правда это или вымысел, время покажет. Ну или ваши комментарии. Давным-давно жило небольшое количество жуков. Возможно, тогда и не полосатых. Жили себе и жили, никому не мешали. Скромно питались листьями диких посленовых растений. Прадедушками картофеля, томата, баклажана и табака, растущие в небольшом количестве в дикой природе. Индейцы тогда сажали себе только кукурузу, фасоль да тыкву. То есть все то, что жуков совсем не интересовало. И ничто не предвещало беды. Но случилась засуха. И люди, жившие неподалеку во главе с главным жрецом, начали совершать обряды и жертвоприношения, просили богов о дожде для урожая.
очень просили, и боги их услышали, и пошел дождь. На беду людей жуки все это видели и были крайне удивлены происходящему, и решили не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. И во главе с самым главным жуком вознесли они свои лапки в небо и попросили они для себя вкусное дерево, чтобы только для себя любимых, и чтобы много их было, этих деревьев. И настал наконец жучий рай. И жучиные боги услышали их, еще и всю работу переложили на людей. По их мнению, слишком они часто просят. К тому же все распределили по-честному. Одним вершки, другим корешки. Но что-то пошло не так. Человеческая или жучиная жадность сыграла свою роль. Бедный картофель не смогли поделить две враждующие цивилизации. И началась война. И длилась она не десятилетия, а по сей день. В одной из роковых битв за урожай победили жуки, полностью скосив всю картофельную ботву. Это был горный американский штат Колорадо. В честь него и назвали жука. Но это еще что? Люди продолжили выращивать картофель, а жуки эволюционировать и готовиться к новым испытаниям. Приобрели агрессивную полосатую окраску, научились падать замертво, как только к ним тянутся человеческие руки-крюки, и продолжали есть и есть картофель, попутно разбираясь и с другими угрозами, прилетающие с неба. Вот где вполне можно сказать поистине хитрый жук, поскольку его даже птицы и другие животные не едят, а все из-за поедания листьев картофеля. Внутри его сокрыто масштабное зло, и оно неприятно попахивает. Когда еда источает столь очевидный запах, желание брать ее в клюв напрочь отпадает. Причем количество посленовых в меню столь высоко, что в организме звездно-полосатого гостя сконцентрировалось большое количество солонина. Как мы выяснили, вещество токсичное. Конечно, в пропорциях капля в море не спровоцирует отравление, но если применить масштаб по отношению к организму птиц, то внутри малюсенького насекомого сосредоточена кружка яда как минимум. Колорад мудрый. Он изучает завтра через вчера, постепенно выстраивая генетическую крепость против супостатов. Каждая обновка воспринимается как плюс к иммунитету, что в результате снизило количество естественных недругов до мизера. А ученые пока топчутся на месте и чешут головы, полосатые продолжают поедать картофельную листву, нервируя до слез огородников. А мы возвращаемся к нашей исторической ленте. В 17 веке Европу накрыл так называемый Малый ледниковый период. По Дунаю и Темзе катались на санках, замерз Босфор, по льду Москвы-реки 6 месяцев в году ездили на санях, злаки не успевали вызревать, вымерзали. Европа билась в тисках голода, население вымирало. Правители, которым прежде было абсолютно наплевать на своих подданных, оказались перед перспективой остаться без таковых и принялись искать средства, как избавиться от голодного проклятия. Одним из возможных путей спасения была картошка, которая урожайнее пшеницы и более устойчива к заморозкам. Оставалась самая малость – убедить крестьян массово перейти на этот продукт. Возможно, первым это сделал король Пруссии Фридрих II, прозванный Великим. Старый фриц, большую часть своей жизни проведший в походах, действовал с привычной ему военной прямотой. В 1745-м он обязал всех прусских крестьян 1/10 своих земель засевать картошкой. Вместе с бесплатным семенным картофелем вручался циркуляр, регламентировавший порядок посева, сбора и употребления картошки в пищу. Крестьяне рыдали и сажали. Отказников пороли, штрафовали, сажали в тюрьму. Земляное яблоко приказано было выращивать в своих поместьях всем генералам и офицерам. За невыполнение приказа военный трибунал. Фридрих колесил по королевству, лично проверяя исполнение своего указа. В 1770-х Восточную Европу накрыл очередной неурожай. В Чехии, Саксонии, Южной Германии сотни тысяч людей умирали от голода. Вот тогда прусские крестьяне оценили мудрость своего короля. Благодаря картошке голод обошел стороной Пруссию. Так до сих пор на могиле Фридриха можно увидеть с десяток картофелин. Так немцы до сих пор благодарят короля, некогда спасшего свой народ от голодной смерти.
Во Францию картошка попала в конце 16 века, и в 1613 году ее даже подали на стол королю. Однако народным овощем она не стала, а в 1748 году французский парламент запретил выращивать картофель как вызывающий проказу. И путь картошки к сердцам и желудкам французов проложил агроном и фармацевт Антуан Агюстен Пармантье. Пармантье служил во французской армии врачом. Попав в Семилетнюю войну в плен к прусским любителям картошки, он приготовился к скорой и мучительной смерти. Однако за 3 года картофельной диеты Пармантье не заболел проказой, не умер, вернулся домой здоровее, чем был. И если кто-то при нем говорил, что картошка вредна для здоровья, хохотал во все горло. Когда во Франции объявили конкурс «Продукт, способный сократить ущерб от голода», работа Пармантье о картошке заняла первое место. Парижский медицинский факультет объявил картофель съедобным. Запрет на его выращивание был снят. Когда Пармантье как победитель получил приглашение во дворец, он преподнес королеве букетик цветов картофеля, и та приколола его на свое платье. Пармантье устраивал званые обеды, на которых приглашал цвет общества, писателей, общественных деятелей, политиков, всех, кто мог оказать влияние на общественное мнение. На обедах подавали исключительно картошку, картофельный суп, картофельную кашу, картофельный сыр, картофельные бисквиты, конфитюр и картофельный хлеб. Запивали все картофельным кофе. Но с высшим светом понятно, что делать с крестьянами, не хотевшими сажать картофель. А Антуан пошел на хитрость. Пармантье выпросил у короля участок земли под Парижем в 17 гектаров и засадил его картошкой, якобы для королевского стола. Когда картошка начала созревать, Пармантье выставил вокруг поля караулы из солдат. Назначенный офицер постоянно проверял несение службы солдатами днем, однако никогда не делал этого ночью. Солдаты быстро смекнули, что к чему, и ночами, найдя укромное местечко, заваливались спать, а особенно бесстрашные просто уходили по своим делам. Окрестные крестьяне тоже были смекалисты и повадились воровать ночью диковинный овощ, чтобы полакомиться королевским блюдом. Пармантье, наблюдая за этим, радостно потерял руки. Именно в этом и заключался его план приобщения крестьян к картошке. Запретный плод, как всегда, сладок. Переломным стал неурожайный 1785 год, когда Северная Франция, где картошка занимала наибольшую часть пахотной земли, перенесла удар с минимальными потерями. Пармантье стал членом Академии наук, и Людовик XVI поздравил ученого: «Вы дали пищу голодающему человечеству». Испанцы, немцы, французы. А как дела обстояли на Руси? Первую картошку привез в Россию Петр I, увлекавшийся заморскими диковинками. По его заданию стали выращивать картофель, привезенный им из Голландии. Царь поел сам, заставил попробовать ближних бояр, но на этом практически все и закончилось. У Петра и без картошки было чем заняться. Первой всерьез задумалась о развитии картофелеводства в России Екатерина II. В 1765 году Сенатом по всем губерниям было разослано наставление о разведении земляных яблок. В губерниях подивились столичным причудам, но и только. Она поручила любимцу Петра I, Абраму Ганнибалу, прадедушке Александра Сергеевича Пушкина, заняться в своей усадьбе разведением картофеля. Так усадьба Ганнибала Суйда стала первым местом в России, где появились первые картофельные поля. Но в общем, крестьяне сажать чертово яблоко отказывались. Употребление в пищу картофки считали грехом и предпочитали ей привычную пареную репу. Екатерина, возможно, и продолжила бы свою картофельную миссию, но тут случился Пугачевский бунт, и ей стало не до картошки. Позже Николай I взялся за дело радикально в стиле Фридриха Великого, в 1834 году приказав принадлежавшим царской фамилии крестьянам заняться картофелеводством. Но крестьяне ответили бунтами. Для восстановления порядка были задействованы даже войска. В 1840-м аналогичное указание было спущено крестьянам, жившим на казенных землях. По губерниям прокатилась новая волна беспорядков. В 1843-м принудительные посевы картошки были отменены. Губернаторам предписывалось основной упор делать на пропаганду и денежное вознаграждение первопроходцев. Для преодоления антикартофельных настроений началась широкая разъяснительная работа среди населения, и постепенно, только со временем, картофель стал восприниматься как надежный источник питания.
А если в общем, то бурное демографическое развитие и стремительный рост урбанизации стали возможны благодаря распространению картофеля. Его корнеплоды оказались более питательны, чем зерновые, являвшиеся тогда основой рациона европейцев. При этом выращивание картофеля имело еще один важный плюс. Эта культура позволила в Европе высвободить большие площади из-под зерновых под технические культуры и животноводство, продукция которых дала много сырья для промышленности: лен в Восточной Европе, шерсть и кожи в Западной Европе. Картофель стал идти на корм скоту, что резко повысило его продуктивность. В первую очередь стало развиваться свиноводство. Кроме увеличения производства мяса, сельское хозяйство получило и рост выхода навоза, являвшегося тогда основным удобрением. Скорее всего, именно благодаря картофелю европейцы и американцы стали доминирующим народом на земле между серединой 18 века и серединой 20-го. На голодный желудок много не наработаешь и не повоюешь. Благодаря картофелю произошли промышленные революции, выросла производительность труда, случились технологические открытия. К началу 20 века картошкой уже никто не брезговал. Она стала частью многих национальных кухонь и получила почетное наименование второго хлеба и по сей день. И не просто так. Картофель действительно сытный и полезный овощ. Высокое содержание углеводов делает картофель отличным источником энергии. Картофель богат витаминами С, В, а также калием, магнием и железом. Калий помогает снижать давление, поддерживает здоровье сердца. Содержит клетчатку, помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы. Приготовленный без жиров, запеченный или вареный, картофель является низкокалорийным продуктом. Используется в вареном, запеченном, жареном виде, а также в виде муки, пюре, чипсов, лапши и множества других блюд. Помимо пищевой ценности, картофель используется при производстве крахмала и спирта, который применяется в пищевой, текстильной и фармацевтической отраслях. И по виду картофель бывает невероятно разнообразным. В настоящий момент в мире известно более 3000 сортов картофеля. Он различается по назначению, цвету кожуры и мякоти, а также по вкусу и текстуре. Есть столовые сорта. Они используются для приготовления пищи. Имеют сбалансированный состав крахмала, подходят для варки, жарки, запекания. Есть технические, и они в основном идут для производства крахмала и спирта. А есть кормовые с высоким содержанием сухого вещества и используются для кормления скота. Различаются по цвету мякоти. Картофель в основном имеет белую, кремовую и желтую мякоть, но есть и с фиолетовой и синей мякотью. Она богата антоцианами, которые в свою очередь обладают антиоксидантными свойствами. Картофель неприхотлив, он способен расти в суровых условиях, от высокогорий до бедных почв, что делает его важным для обеспечения продовольственной безопасности. Картофель – это не просто овощ, а настоящая звезда сельского хозяйства и мировой кухни. Он изменил историю, став основой питания миллионов людей. Благодаря своей питательной ценности, универсальности и адаптации к различным климатическим условиям, картофель стал одной из самых важных культур в мире. Пройдя долгий путь несправедливого осуждения, картофель все же завоевал себе прочное и почетное место на обеденном столе. Он расселился по всему свету и кормит сегодня миллионы людей. Из него готовят сотни блюд, его едят утром, в обед и вечером и справедливо называют вторым хлебом человечества. Картофель – это универсальный продукт, который сочетает в себе простоту и важность. Он питает, спасает, вдохновляет и продолжает играть ключевую роль в жизни людей по всему миру. Как бы его ни называли, вторым хлебом, земляным яблоком или просто картошкой, он заслуживает своего статуса в нашей жизни. И, конечно же, в жизни колорадского жука. Куда же без него? Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.